Как Тони Джи заработал 100 миллионов за прошлый год. Рум Аврора Покер прекращает свою работу. В Покердом разыгран BadBeat джекпот на 3 миллиона. Вы на Покер.ру. Это 13-й скандально-покерный выпуск. И перед тем, как мы начнем, по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Турниры на Mobile Poker Club. Занимая призовые места, вы получаете турнирные очки. Вы можете стать одним из 10 счастливчиков, которые получат часть призового турнирного фонда в конце каждого месяца. Тони Джи или Антонас Гуога. Это имя известно каждому, кто хоть раз следил за миром покера. Один из самых ярких игроков высоких ставок, успешный предприниматель и, как он сам утверждает, человек, заработавший 100 миллионов долларов за прошлый год. Чем занимается этот человек? Как он пришел к таким результатам? И что, по его словам, является ключом к финансовому успеху? Недавно Тони Джи дал интервью в Дубае, где его остановил тиктокер. Заданный вопрос был прост. Чем вы зарабатываете на жизнь, что можете себе позволить ездить на Роллс-Ройсе? Ответ оказался впечатляющим. Я управляю блокчейн-компанией. Тони пояснил, что уже 5 лет работает над этим бизнесом, однако предпринимательская жилка у него проявилась еще в детстве. Его подход к заработку он описывает так. Когда у тебя нет капитала, ты должен вложиться своей идеей. Это единственный способ начать. А потом, когда у тебя появляются средства, важно диверсифицировать активы и сохранять баланс. Это поможет избежать больших рисков. На вопрос о его доходах Тони Джи заявил, что лично заработал 100 миллионов долларов за прошлый год. Более того, его компания также принесла значительную прибыль, а его текущее состояние, по его словам, оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Напомним, что Тони Джи не только покерист. За его плечами карьера политика, он был членом Европейского парламента, а также он основатель новостного портала Poker News. В мире покера Тони известен как харизматичный и неоднозначный игрок, вызывающий у одних восхищение, а у других раздражение. Сейчас его стиль общения стал мягче, но интерес публики к его персоне не угас. История Тони Джи – это пример того, как можно добиться финансовой свободы, начав с нуля. Его советы, основанные на личном опыте, просты. Сначала рискуй, потом диверсифицируй и никогда не сдавайся. Возможно, его подход вдохновит и вас на смелые шаги. Ведь каждый успех начинается с решительного действия. Шокирующая новость. 1 февраля покер-рум Аврора Покер прекратил свою работу. Комната появилась в Рунете в начале октября прошлого года. Была запущена на той же платформе, что и Рум Покердом. По этой причине у них были общий онлайн, приветственные бонусы, постоянные акции и программа лояльности 100 шагов к миллиону. Но для активных пользователей Аврора Покер не так все фатально. Их учетные записи могут быть перенесены в Рум Покердом, который работает с 2014 года. Здесь также доступны все популярные виды покера: холдем, амаха, китайский покер и шорт-дек. Кроме того, в Покердом регулярно стартуют сателлиты с живыми событиями и запускаются различные акции. Например, сейчас в Руме проходит крупное новогоднее промо. В рамках него запланировано большое количество акций с призовыми фондами от $500 000 рублей. Пользователи Аврора Покер, желающие перенести свои учетные записи в Покердом, могут сделать это, экспортировав личный кабинет. В последний день января в Руме Покердом произошло событие, которое сложно назвать обычным. 6 покеристов сражались за столом по техасскому холдему на лимитах 25-50 рублей. Никто из участников раздачи не мог предположить, что через несколько минут двое из них станут миллионерами. И все благодаря 852-му в истории Рума BadBeat джекпоту. Покерист под ником Кен Салот вступил в раздачу с карманными королями. Его оппонентом оказался игрок после заводика с парой тузов. Классический кулер превратился в невероятное событие с американскими горками. На флопе вышли туз и 2 короля. Казалось бы, победа в кармане у Кен Салот. Но после заводика мог спасти единственный туз, который остался в колоде. И на терне вышел именно он. Валет на ривере уже никак не повлиял на исход раздачи. Для Кен Салот поражение могло бы стать невероятно обидным,
Но именно такой исход стал ключом к активации BadBeat джекпота. Как распределились выигрыши? Размер джекпота составил внушительные 2 миллиона 934 тысячи рублей. Половина суммы отправилась в Кенсалот, как утешительный приз. Победитель раздачи после заводика, кроме суммы основного пота, получил почти 1 миллион рублей сверху. Остальные 4 игрока за столом тоже не остались без выплат. Каждый получил по 122 тысячи. В соответствии с правилами джекпота, оставшаяся часть суммы была распределена среди всех покеристов, игравших за столами с аналогичными условиями в момент раздачи. Так еще 334 игрока получили по 1495 рублей. События 31 января в очередной раз показали, что даже обидное поражение в покере может принести внушительные выигрыши. BadBeat Jackpot – уникальная возможность для каждого игрока стать богатым и независимым. Кто знает, может, следующая невероятная история случится именно за вашим столом. Поэтому не пропустите рейк-гонку от PokerDom с общим призовым фондом в 2 миллиона рублей, которая охватывает все буст-столы с техасским холдемом, где также действует BadBeat Jackpot. А еще в Руме стартовала серия турниров мини-ропл. Призовой фонд составляет 25 миллионов, 1,5 миллиона из которых выделены на нокаут-лидерборд и рейтинговую таблицу для самых успешных игроков. Даже если вы новичок, это отличный шанс проверить свои силы. И не забудьте воспользоваться уникальным промокодом от Poker.ru при регистрации учетной записи в PokerDom в Poker.ru. Ну а если вы по какой-то нелепой случайности пропустили наш прошлый выпуск покерных скандалов, скорее включайте. Там мы рассказываем о том, что известному правозащитнику Голдштейну судья запретил играть в покер, как семейство Хельмутов уничтожили в одном турнире. Почему онлайн-покер в Ирландии под угрозой? Смотрите прямо сейчас.